Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте продолжение сказки «Аленький цветочек». За утро позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит, пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек. Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Средняя дочь наотрез отказалась и говорит, пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек. Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей рассказывать все от слова до слова. И не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала, «Благослови меня, государь мой, батюшка родимый, я поеду к зверю лесному, чуду морскому и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, мне и надо выручить тебя». Залился слезами честной купец, облял он свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковые слова. «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей хотению идешь на житье противное к страшному зверю, лесному чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великом. Да где тот дворец, никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги, ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе об нас и подавно. И как не доживать мой горький век, лица твое не видячи, ласковых речей твоих не слыхаючи. Расстаюсь я с тобой навеки вечные, ровно тебя живую в землю хороню. И возговорит отец отцу дочь меньшая, любимая, не плачь, не тоскуй, государь мой, батюшка родимый. Житье мое будет богатое, привольное, зверя лесного, чуда морского я и не испугаюсь. Буду служить ему верою, правдою, исполнять его волю господскую, а может он надо мной жалится. Не оплакивай меня живую, словно мертвую, может Бог даст, я и вернусь к тебе. Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается. Прибегают сестры старшие, большие и средние подняли плач по всему дому. Видишь, больно им, жалко меньшой сестры любимой, а меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает, и в дальний путь неведомый собирается, и берет с собой цветочек аленький во кувшине позолоченном. Прошел третий день, и третья ночь пришла, пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою любимою. Он целует, милует ее, горючими слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского. Из ларца кованого надевает перстень на правый мизинец меньшой любимой дочери. И не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками. Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота с ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытой золотой камкой, ровно она и с места не сходила.
ровно она целый век тут жила, ровно легла почевать, да проснулась. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала. Встала она с постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят раскладены, расставлены на столах зеленых малахита медного, и что в той палате много добра и скраба всякого, есть на чем посидеть, полежать, есть во что приодеться, есть во что присмотреться. И была одна стена, вся зеркальная, другая стена золоченая, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами, вся разубранная. И подумала она, должно быть, это моя опочивальня. Вот и все. Продолжение сказки вы услышите завтра. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.